Всем большой привет, меня зовут Элина, я архитектор-дизайнер. На своем канале я показываю, как можно создавать классный декор для интерьера своими руками. Сейчас лето, а это значит, что мы проводим больше времени на улице, и для дачи или для частного дома нужна красивая уличная мебель. Ассортимент оставляет желать лучшего, и если вы подписаны на меня в Инстаграм, то знаете, что я сделала своими руками лежак, и сегодня я вам все про него расскажу, и в конце покажу смету этого проекта. Итак, за основу я взяла вот такой лежак итальянского бренда Roda, стоит он 1900 евро, у нас получится чуточку дешевле. Модельку я построила в Revit, и если вы тоже хотите обучиться этой программе, я рекомендую вам школу Dash Class. По моему промокоду вы сможете получить скидку на курс для самостоятельного обучения. Все ссылки я оставлю в описании. Ссылка на PDF с проектом тоже будет в описании. И, пожалуйста, не бросайтесь сразу в строительный магазин. Сначала досмотрите это видео, там будут кое-какие нюансы, которые мы разберем. Итак, изначально я планировала вообще собрать один лежак, понять, как это работает, и потом, собирая другой, его снимать для того, чтобы смонтировать видео. Но когда я собрала один, у нас стало очень холодно, пошли дожди, и я решила, что я расскажу вам на пальцах и на схемах, как это все происходило. Нам потребуются бруски 40 на 40 и 20 на 40. Какой размер нужно напилить, я указала в проекте. 4 карточные петли толщиной до 40 мм. У меня, по-моему, 31 на 31. Это единственные, которые мне подошли по размеру из тех, что были в наличии. Уголки у меня получились разные, потому что сначала я собиралась с теми, которые у меня уже были, и потом я докупила еще другие. Если вы будете изначально просто покупать, берите, конечно, одинаковые. Вот такие уголки Т-образные пластины для раскладного механизма. И еще крепежные пластины. Я покажу, куда их использовать. Шканты, саморезы, клей ПВА, шуруповерт, шлифовальная машинка, масло для дерева. Тут все по классике. Итак, начинаем сборку вот с этих боковин. Я не буду показывать именно технологию сборки, потому что я не уверена, что я это делала правильно. У меня никак не получалось соединить детали на шканты, как бы я не пыталась там их ровненько просверлить. Поэтому я придумала сверлить одну деталь насквозь и уже так вставлять шканты и сверху тоже закрывать шкантиками и заделывать шпатлевкой на основе древесной пыли. Не знаю, делают ли так вообще, поэтому я не буду этого советовать. Я просто покажу схему сборки. Итак, я вставила шканты, соединила эти детали уголками. Потом крепим вот эти две перпендикулярные перекладины. Обратите внимание вот на эту перекладину, на какой высоте она должна быть, потому что на ней потом должен лежать другой брусок. Я сначала прикрепила неправильно, мне пришлось переделывать. Потом собираем вот этот узел. Здесь тоже будьте внимательны с высотой ножек. Для того, чтобы скрепить оба эти узла вместе, я использовала брусок 20 на 40. У меня тут просто миллион вариантов разных креплений. Я даже себе купила кондуктор для того, чтобы сажать их на косой шуруп, но что-то пока не получается. Буду еще пробовать. Вот здесь, кстати, можно еще дополнительные уголки поставить, ну, если нужно. Для того, чтобы сделать площадку для стопора, я использовала бруски 20 на 40 и скрепила их снизу как раз вот этими крепежными пластинами. И уголками сверху прибила вот такие стопоры-брусочки. У меня только один уровень, но это опционально, вы можете сделать несколько. И сейчас начинается самая сложная часть, это спинка и раскладной механизм. Сначала собираем саму спинку, потом отдельно собираем складной механизм и скрепляем их карточными петлями. В основании лежака нужно сделать паз, потому что саморезы немного выступают и не дают сложить лежак. Я использовала для этого обычный канцелярский нож, просто потихоньку убирала слои древесины, пока не достигла нужной глубины. И когда лежак был полностью собран, я зашпаклевала все отверстия шпатлевкой, которую я делаю из древесной пыли и клея ПВА. Все хорошенько зашлифовала и покрыла маслом, которое победило в голосовании. Ссылки на то, что я покупала онлайн, я также оставлю в описании. Для перетяжек я взяла вот такую стропу, это цвет хаки, но я, честно говоря, думала, что она будет посветлее, она достаточно темная. И эта стропа из полиэстера. Я бы, наверное, все-таки использовала хлопковую, потому что полиэстер очень сильно между собой скользит. Главное, чтобы ее ширина была равна ширине бруска, то есть 4 сантиметра. Я заказала вот такую 100-метровую стропу, и на один лежак у меня ушло столько, что вот остался вот такой маленький кусочек. Возможно, я его даже использую, потому что сын у меня тоже попросил сделать ему маленький лежак. Как раз то, что останется, можно будет использовать на детский лежак. У меня получились немножко неровные квадратики, потому что при распиле мне напутали с измерениями. Там мужик в этой распилочной расстроился, что ему придется очень много распиливать, хотя они не вручную это делают. Ну ладно. И поэтому у меня размеры немножко не те, которые в схеме. В схеме все точно.
В общем, мне напортачили с этим распилом, а я не проверила, побежала скорее домой, потому что я посадила занозу, пока выбирала это дерево. Не очень хорошая была партия, и мне хотелось поскорее ее достать. В общем, сделала вывод такой, что мне нужна торцовочная пила, чтобы не зависеть от всяких распильщиков. Итак, стропы я крепила с подгибом сначала на спинку, и потом в натяжку на противоположную сторону. Это временные скобы. Потом я переворачивала лежак, закрепляла основательно, и эти временные скобы уже убирала. Некоторые не очень аккуратно получилось убирать. Здесь постарайтесь быть осторожны. Ну и по длинной стороне то же самое. Прикрепить с одной стороны, протянуть в шахматном порядке и прикрепить с другой стороны. Здесь главное сделать хорошую натяжку. Я не уверена, что у меня прям очень хорошая натяжка получилась. Ну, сколько сил хватило. Все материалы я посчитала. Сейчас покажу таблицу. Можно нажать на паузу и сделать скрин. И учитывайте еще, что я не считала там шуруповерт, шлифмашинку, клей и какие-то там вещи, которые у меня были. Ну что же, вот такой лежак у меня получился. По-моему, вполне достойно, учитывая, что раньше мебель я никогда не собирала. А нет, вру, был у меня еще рабочий стол, но это все-таки немного другое. Теперь жду хорошей погоды, чтобы принимать солнечные ванны. Хочу сделать еще на него матрасик, сшить, но это уже будет в следующих выпусках. Если вы будете делать что-то подобное, пожалуйста, выкладывайте в сторис в Инстаграме, отмечайте меня, мне будет очень интересно посмотреть. И до встречи в новых выпусках.